Друзья, всем привет! В этом мастер-классе мы сошьем с вами прекрасную шапку-ушанку. Выкройку я взяла у Екатерины Измайловой, сайт Pattern Claw. Давно хотела шить именно такую форму и как раз таки у нее и нашла. Начну сразу с деталей кроя. Как кроить мех, его особенности пошива вы можете посмотреть в моем видео по пошиву рукавиц. Мы начнем с вами сразу с деталей кроя. Итак, нижняя часть шапки у нас 4 детали. Далее у нас козырек 2 детали, боковая часть 2 подкладки, 2 детали подкладки и 2 детали из основного материала. И центральная часть шапки у нас 1 деталь из меха и 1 деталь из подкладочки. Что же нам понадобится? Ножницы обычные портновские и маленькие острые для кроя меха, очень удобные. Нитки я буду стачивать мех номер 45, и для подкладки я взяла обычные нитки Дортак. Шейте нитками, которыми вы привыкли. Бутерман, Мадейра, в общем, любые. Иголочки для скалывания подклада я использую тоненькие. Для скалывания деталей из меха я использую более длинные, более плотные. Спарыватель тупой для вытаскивания ворса из припусков шва. Рекомендую очень напульсник, чтобы избежать проколов. Также детали кроя можно соединять вот такими портновскими защипами. Так, и иглы я буду шить на промышленной швейной машине. Буду использовать обычные стандартные иглы номер 90 для меха. Ну и для подкладки я взяла 75, возможно, попробую 80-ми. Для бытовой машины можно использовать универсальные иглы номер 70, 80, 90 соответственно. Также, если вы будете шить на бытовой швейной машине, используйте обязательно при стачивании деталей из меха шагающую лапку. Шапка-ушанка у нас будет классической формы с козырьком-отворотом и завязками на ушах. В качестве завязок я купила обыкновенный шнур в цвет меха. Шапка может быть из натурального меха, из искусственного меха, длинного ворсового, короткого ворсового, из объемных трикотажных полотен. Если вы будете шить из трикотажного полотна, то обязательно используйте дублерин низкотемпературный. Значит, сколько нам понадобится материала для размера 50, 54, 25 сантиметров. Это основной материал. Для размера 56, 58, 40 сантиметров. И 20 сантиметров подкладки для всех размеров. Итак, скалываем лицевыми сторонами правую и левую детали нижней части шапки по среднему шву. Строчку прокладываем на расстоянии припуска в 1 сантиметр. Можно строчку проложить вручную, строчкой зигзаг, а также, если у вас достаточно мягкая трикотажная основа или вы шьете из трикотажного полотна шапку, можно проложить строчку на оверлоке. После того, как мы проложили строчку, нам необходимо с лицевой стороны вытащить ворс из шва тупым спарывателем или иглой. Таким образом, шов у нас будет менее заметным. С изнаночной стороны мы высекаем ворс с помощью маленьких ножниц. Я сделала это заранее. И теперь нам нужно разметать шовчик, чтобы он был ровненький и аккуратненький. Вот таким образом. Я использую напульсник. Иголка у нас идет перпендикулярно шву. Так разметываем весь припуск. Такая красота у нас получается. Шов очень мягкий, не торчит ничего нигде и очень хорошо выглядит.
Далее мы пришиваем шнурок. Длина шнурка у меня около 30 сантиметров к детали ушка. После того, как мы, ориентируясь обязательно на метку на изнаночной стороне, после того, как мы пришили шнурки к ушкам, берем вторую деталь нижней части шапки и складываем их лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные точки и заправляя ворс внутрь. Также и шнурок мы заправляем внутрь. Все это дело скалываем по контрольным меткам. И после этого мы прокладываем строчку вручную, зигзаг на оверлоке, вот таким вот образом по всей нижней части детали. Далее берем центральную часть шапки и боковые. И по контрольным меткам мы скалываем детали. После этого мы прокладываем стачивающую строчку на машине на ширину припуска 1 см. И уже со второй детали повторяем все то же самое. 깊은 바다 속에서 널 데리러 왔어. 어째 너는 잊어버려 우린 함께할 네 모습이 보여. Will everything 보여. Would you
После того, как я стачала детали основной части и боковых, с лицевой стороны я из шва вытащила ворс, выстригла ворс в припусках, подрезала их до 0,5 мм и ручными стежками разметала шовчик. Далее мы берем детали козырька, складываем лицевыми сторонами друг друга, совмещая контрольные метки, скалываем булавочками и также прокладываем строчку на ширину припуска 1 см. Обязательно заправляем весь ворс в припуск. После того, как вы стачаете детали, с лицевой стороны не забудьте выправить ворс, а с изнаночной стороны срезать ворс с припусков и подрезать до 0,3-0,5 мм сам припуск. Следующий этап: мы собираем нашу шапку к донышку. Мы прикалываем лицевой стороной нижнюю часть шапки и лицевой стороной козырек. Получается 3 слоя. Рекомендую заранее с припусков срезать ворс, чтобы был шов тоньше, и даже сметать. Итак, прокладываем на ширину припуска стачивающую строчку. Смотрите, козырек у нас приходится на более широкую часть центральной части шапки. Если она заужена у нас к низу, козырек мы пришиваем вот к этой стороне. Далее мы собираем детали подкладки аналогичным образом, как собирали детали вверх. Соединяем по контрольным меткам боковые детали шапки, среднюю часть. Затем стачиваем на припуск сантиметр. И выворачиваем. Итак, у меня готова подкладка. Сейчас я буду заучуживать припуск, чтобы пришивать ее вручную к изделию. Шапка у нас очень объемная, поэтому выворачивать ее я не вижу смысла. Буду пришивать вручную. Но перед этим я хочу высечь вот этот средний припуск из шва, поскольку он у меня очень толстый. Вы же ориентируйтесь на свою толщину и какой у вас материал. Так, я соединила подкладку с шапкой с помощью иголок. И сейчас вручную ориентируюсь на строчку соединения деталей шапки с донышком. Буду пришивать вручную. Обязательно совмещайте швы, все 4 шва. Итак, я вручную соединила подкладку с шапкой. Получилось очень даже красиво. Теперь нужно вывернуть нашу красоту и пришить козырек. Пришиваем козырек в уголках потайными стежками с шапкой. Причесываем после этого, убираем ниточки. Вот такая классная стильная шапка-ушанка у нас получилась.